Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Рада вас видеть. Спасибо за вашу неизменную поддержку. Лайки, подписки, комментарии. Кто меня впервые? Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина. Я психолог, таролог. А главное, просто живая женщина. Рассаживайтесь поудобнее. Поправьте свои нимбы. Сегодня мы с вами будем безжалостно расстреливать вашу любимую иллюзию о том, что в следующий раз все точно будет по-другому. Тема нашего сегодняшнего общения – бег по граблям или «Зачем?». Мы раз за разом пытаемся выбрать один и тот же кактус. И есть ли в этом хоть какой-то плюс? Девочки, у меня к вам вопрос. Давайте проголосуем. Кто из вас после тяжелого расставания с очередным безответственным товарищем, Альфонсом или маменькиным сынком, гордо поднимал голову и говорил: клялся, все, больше никаких козлов в моей жизни. Отныне только серьезные, зрелые, надежные мужчины. Проходит полгода, вы сидите на кухне, пьете винишко и плачете в плечо подруги. Ну почему? Почему этот новый, он точно такой же, как тот старый, только в профиль, может, другой, и зовут по-другому? Знакомо? Добро пожаловать на чемпионат мира по прыжкам на садовом инвентаре. Мысленно поднимите руки, а еще лучше поставьте лайк под видео или какой-то смайлик, чтобы поддержать друг дружку. Или как минимум увидеть, что не одна я такая. Пока вы это делаете, я сделаю небольшую паузу. Поставили? Спасибо. Спасибо от всех, кто не одинок в любви к самому популярному садовому инвентарю. Давайте сразу на берегу уберем всю эту эзотерическую муть, про родовые проклятия, венец безбрачия, плохую карму. Оставляем все эти отмазки для инфантильных барышень. Оставим все это за дверью. Договорились? Как психолог я скажу вам жесткую, циничную, но безумно освобождающую правду. Вы наступаете на одни и те же грабли. Не потому, что мир несправедлив, а потому, что у вас на лбу уже образовалась идеальная анатомическая вмятина под черенок этих конкретных грабель. И ваше подсознание, оно чувствует себя в этой вмятине, вот это подсознание ваше, оно чувствует себя в этой вмятине, как у себя дома. Все. Точка. Часть первая. Назовем ее «Анатомия мазохизма». Зона комфортного ада. Давайте разберем механику этой игры. Почему наш мозг, этот великий эволюционный компьютер, ведет себя как абсолютно слабоумный лемминг, когда дело доходит до выбора партнера, может быть, работы или друзей. Ну, на всякий случай я поясню тогда сленговое значение слова лемминг. Это человек, который следует воле других, особенно в массовом каком-то движении, и направляется прямиком в опасную, глупую или абсолютно разрушительную ситуацию или обстоятельства. Причина первая и самая главная – это иллюзия безопасности или зона комфортного ада. Наш мозг, тварь ленивая, экономная и до жути консервативная. Ему плевать, счастливы вы или нет. Его главная задача, чтобы вы выжили. И ваше подсознание, оно рассуждает так. Так, первый муж был алкоголиком и абьюзером. Второй тоже. Но мы же выжили? Выжили. Механика процесса понятна. Алгоритм действий при скандале отработан. Куда прятать паспорт и как плакать в ванной? Знаем. А вот этот, твой новый ухажер, он заботливый, не пьющий, предсказуемый.
цветы дарит, маме твоей нравится. Это же какая-то несусветная хрень. От него непонятно чего ждать. А вдруг он маньяк шизофренический? Нет, Оленька, это смертельно опасно. Бежим обратно к понятным козлам. Понимаете абсурд? Психика всегда выбирает знакомое несчастье вместо незнакомого счастья. На эту тему есть потрясающий, очень глубокий житейский анекдот. Встречаются два пса, один сидит прямо на ржавом гвозде в своей будке и тихонько, заунывно воет, плачет, да? У-у-у. Подходит к нему другой пес, да? Смотрит на него с недоумением и спрашивает: «Слышь, Шарик, ты что-то воешь? Что плачешь?» «Да вот на гвозде сижу, больно». «Так встань и уйди, делов-то». А Шарик вздыхает, переминается с лапой на лапу и воет дальше. «Ой, да ну, не настолько больно, чтобы вставать, куда-то идти и новую будку искать, а так поныть в самый раз». И посочувствуют. Вот так и наши женщины сидят задницей на гвозде своего привычного несчастья, воют на всю вселенную, но вставать боятся. Причина вторая. Детский незакрытый гештальт. Или же режим «я все-таки докажу». Если у вас в детстве папа был холодным, эмоционально кастрированным, вечно занятым, ну или отсутствующим, может быть, критикующим, маленькая девочка внутри вас давным-давно приняла решение: я буду очень хорошей, я получу хорошую отметку, я получу золотую медаль, я вымою все полы, и папа наконец-то меня заметит и полюбит. Папа давно умер или уехал, вы выросли, но паттерн остался. И теперь ваши внутренние радары из толпы из 100 прекрасных, адекватных, любящих мужчин, они безошибочно выцепят одного единственного, холодного, нарциссичного психопата. А зачем? Для того, чтобы в его лице наконец-то долюбить папу, переделать его, заставить его вас оценить. Вы прыгаете на эти грабли, черенок бьет вас в лоб, а вы искренне удивляетесь. Девочки, нарцисс не станет любящим отцом. У него другие функции в этой экосистеме. Подпишись на канал и поставь лайк. Часть вторая. Классика жанра. Покровские ворота. И не думайте, девочки, что этот маразм – это изобретение нашего поколения. О нет, наша великая классика и кинематограф, они сотканы из шедевров современного идиотизма, да? Из шедевров сольного бега по граблям. Давайте вспомним гениальный советский фильм «Покровские ворота» и нашего дорогого Льва Евгеньевича Хоботова. Это же эталонный хрестоматийный пример. Мужчина, интеллигент, переводчик, который всю жизнь прожил под железной пятой своей бывшей жены Маргариты Павловны. Она им помыкала, как хотела, строила в шеренгу, контролировала каждый его шаг и каждый надетый носок. И вот Хоботов, он влюбляется в прекрасную, молодую, нежную медсестру Людочку. Казалось бы, вот оно, счастье. Беги, Лёва, беги из этой коммуналки, дыши полной грудью. И что делает Хоботов при малейшем кризисе? Он судорожно ищет глазами Маргариту Павловну, потому что без ее окрика, ее контроля, его подсознание просто дезориентировано. Он физически не умеет жить с женщиной, которая им не командует. Ему нужны его родные, домашние грабли. Иначе у него кружится голова от избытка кислорода свободы. Он бежит от одной мамочки к другой, потому что вмятины на лбу требуют привычного давления. Боже мой, какая драма!
А если мы возьмем классику? Островский «Бесприданница», да? Или же фильм «Жестокий романс». Посмотрите на Ларису Агудалову. Рядом с ней крутится Карандышев. Да, мелкий, тщеславный, глуповатый, но предсказуемый. А она со свистом и цыганским хором летит в объятия блестящего барина Паратова, который ее уже один раз предал, бросил, уехал, оставив в позоре. Она прекрасно знает, кто такой Паратов. Она знает, что он расчетливый, циничный хищник, который ради денег он готов жениться на золотых приисках. И что делает Лариса, когда Паратов возвращается и снова манит ее своей фальшивой романтикой? Она мгновенно забывает все прошлые шишки, закрывает глаза, разбегается и прыгает на эти же грабли с криком: «Так не доставайся же я никому!» Результат – пуля в грудь от Карандышева. Вот вам финал канонического танца на граблях. Лариса искала великую любовь там, где был просто качественный, дорогой фасад. Часть третья. Назовем ее парадоксальный психоанализ, да? А есть ли в этом какие-то плюсы? Вы спросите меня: Ира, ну неужели все так беспросветно? Неужели мы обречены всю жизнь ходить синим лбом? Девочки, сейчас я скажу вам вещь, от которой у классических психотерапевтов выпадут в осадок все дипломы. В беге по граблям есть свои плюсы. И эти плюсы настолько грандиозные, что вы держитесь за этот инвентарь мертвой хваткой. Послушайте анекдот, который идеально описывает вот эту выгоду. Приходит мужик к травматологу, весь перебинтован, гипс на руке, на ноге, врач в ужасе. Господи, на вас упал строительный кран, вы попали под комбайн. Мужик, грустно вздыхая: нет, доктор, я ночью шел по темному коридору, наступил на грабли, они меня как шарахнут по лбу. Я разозлился, развернулся, пошел обратно и снова на них наступил. Упал, сломал руку. Врач мысленно, чтобы не обидеть пациента, крутит пальцем у виска. И тихонько с недоумением произносит: а в третий раз зачем вы пошли по тому же темному коридору? А мужик, гордо расправляя плечи, с не меньшим недоумением отвечает: ну как, доктор, ну как зачем? Я надеялся, что у них, видя, что они натворили, хоть какая-то совесть проснется. Вот плюс первый. Надежда на чудо и анимация неодушевленного. Мы все ждем, пока у грабель проснется совесть, и они вместо удара в лоб нежно погладят нас по головке. Не погладят, девочки. Это садовый инвентарь. У него нет души и совести. И его функция – бить, если наступаешь на зубья. Плюс второй. Безупречное алиби жертвы судьбы. Если вы наступаете на одни и те же грабли в 10-й раз, вы автоматически получаете статус великой мученицы. Священное право вечно жаловаться подругам под винишко на эту несправедливую жизнь. Это же шикарно. Не нужно ничего менять, не нужно взрослеть, не нужно брать ответственность за свою жизнь. Это не я выбираю дегенератов, это карма у меня такая. Меня энное количество лет назад сглазила баба Нюра. Очень удобная позиция. Напрягаться не надо. Плюс третий. И вот он, реальный, терапевтический. Грабли – это ваш самый честный, бесплатный, преданный учитель. Каждый удар черенком по вашему многострадальному лбу – это не наказание Вселенной, это ее крик вам прямо в ухо. Оленька, посмотри сюда, вот в этом месте у тебя нарыв, вот здесь у тебя
дыра в самооценке. Почини это место. Грабли будут бить вас до тех пор, пока боль от очередного удара наконец-то не превысит сладость вторичной выгоды. Они не уйдут от вас, пока вы не выучите урок. Они маркер того, где вы сами себя предаете. Часть 4. Назовем ее «Пошаговый алгоритм изъятия грабель из обращения». Если ваш лоб уже приобрел стойкий фиолетовый оттенок, и вы готовы уволить себя с должности профессионального прыгуна, берите ручки, пишите пошаговый алгоритм разминирования своей жизни. Только жесткая поведенческая терапия. Итак, включаем режим инспектора. Вам нужно составить письменный, подробный фоторобот ваших грабель. Садитесь и пишите. Мой бывший Коля хамил официантом, не работал полгода, красиво пел про космические дали. Мой второй, бывший Паша, тоже не работал, хамил моей маме и обещал золотые горы. Как только вы выпишете общие черты ваших бывших катастроф, у вашего подсознания появится четкая ориентировка. Вы увидите маркеры. И когда на горизонте появится новый, прекрасный принц, который на первом свидании случайно забудет кошелек или начнет критиковать ваше платье, допустим, у вас в голове должна включиться не искра надежды на любовь, а сирена МЧС. Внимание! Обнаружены знакомые зубья. Ноги в руки и бегом отсюда. Следующий шаг. Назовем его «Лечим скуку». Запомните, девочки, когда вы начнете выходить из этого сценария, нормальные, адекватные, заботливые мужчины поначалу будут казаться вам смертельно скучными. Ваша психика, привыкшая к адреналиновым качелям, один день любит, 3 дня игнорит. На нормальные отношения будет выдавать такую реакцию: ой, ну между нами совсем нет химии, нет той самой искры. Так вот, это ваша химия, это просто триггер травмы. Это ваш внутренний мазохист узнал родную плетку. Приучайте себя к скуке. Учитесь получать удовольствие от стабильности, тишины и безопасности. Если мужчина предсказуем, это не скучно, это безопасно. Следующий шаг. Назовем его «Осознанный выбор не наступать». Грабли всегда лежат на вашем пути. Вы не можете изменить мир и убрать из него всех манипуляторов. Но в тот момент, когда вы видите знакомый предмет на дорожке, у вас есть ровно 3 секунды, чтобы принять решение. Раньше вы наступали автоматически. Теперь вы останавливаетесь, смотрите на грабли и говорите себе: да, я вижу вас, вы очень красивые, и черенок у вас отполированный. Но мой лоб не дороже. Я обойду вас по газону. И уходите. Первые разы будет непривычно. Захочется вернуться и наступить. Чисто, чтобы проверить, да? Держите, пожалуйста, себя за руку. В один из очередных вот этих разов, когда вы обойдете наконец-то эти грабли, то это станет вашим новым здоровым рефлексом. Ну вот, мы подошли к финалу, а заглавим его «Мама делает вам хорошую жизнь». Хочу сказать вам главную вещь. Перестаньте надеяться, что у грабель проснется совесть. Садовый инвентарь, он создан для того, чтобы собирать мусор, а не для того, чтобы делать вас счастливыми. Хватит работать бесплатным каскадером в чужих сценариях. Позвольте себе роскошь быть взрослой, умной женщиной, которая ценит свой лоб
свое время, свое душевное спокойствие выше, чем сомнительное удовольствие в 100-й раз доказывать очередному козлу, что она хорошая. Вы уже хорошая. По умолчанию. Уберите этот инвентарь в сарай. Заприте дверь на замок. Поправьте свою невидимую корону здорового эгоизма и идите наконец-то в свою жизнь. В свою яркую, вкусную, безопасную и до неприличия счастливую жизнь. Вы чувствуете, как внутри становится легко и свободно, когда вы просто проходите мимо этого старого кактуса, да? Даже не пытаясь его обнять. Вот с этой легкой, обновленной осанкой прямо сейчас мы идем в этот интересный мир. Удачи нам всем. Любите себя, мои дорогие. Спасибо. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.